Трусова и Щербакова наконец разозлились. И не отдадут Валиевой золото Олимпиады просто так. Саша и Аня устроили баттл четверных прыжков в Пекине. Фигуристки наглядно показали, что федерация несправедливо лишила их медали. Трудно представить, как обидно было Александре Трусовой и Ане Щербаковой, когда Федерация фигурного катания России не допустила их до командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Фигуристкам недвусмысленно намекнули, что в них практически не верят, отдав предпочтение 15-летней фаворитке. Но Саша и Аня не стали унывать, а наоборот, разозлились. Ученицы Этери Тутберидзе вознамерились доказать чиновникам, что те ошиблись на их счет, и провели сумасшедшую тренировку накануне важных стартов. Сильнейшие фигуристки своего поколения устроили настоящий баттл четверных прыжков на китайском льду. Конкурировать с ними будет невероятно сложно. Даже несравненной Камиле Валиевой. Трусова и Щербакова разозлились и бросили вызов Федерации. Странное решение Федерации лишило Александру Трусову и Анну Щербакову возможности стать олимпийскими чемпионками. Фигуристки до последнего ждали объявления списков участников на произвольную программу в командном турнире, но в итоге оказались за бортом. Россию представляла Камила Валиева. Аня же и Саша только и осталось, что готовиться к личному зачету. И похоже, девочки всерьез настроились доказать чиновникам, что они были достойны золотой награды. Ученицы Этери Тутберидзе разозлились и выдали сумасшедшую тренировку накануне важных соревнований. Обе спортсменки намерены исполнить в Пекине свой сложнейший контент. Трусова, по обыкновению, разминала 5 четверных и в этот раз все сделала практически идеально. Четверной флип, каскад из четверного и тройного тулупов, 2 невероятных комбинации с четверными лутсами, один с двойным тулупом, другой с тройным сальховым через ойлер, все было выполнено идеально. Небольшая помарка на квад-сальхове ничуть не смазала впечатление от выступления Саши. Русская ракета как никогда близка к исполнению своей мечты. Она в прекрасной физической форме. Не отстает и Анна Щербакова. Еще пару месяцев назад в фигуристку практически уже никто не верил, но чемпионка мира наконец собралась и вышла на пик перед главным стартом четырехлетия. Аня вернула четверной лутс и усилила программу 2 квад-флипами. Заявка почти такая же, как 2 года назад на победном чемпионате России, 2020. Тогда Щербакова исполнила 2 лутса и 1 флип. Фантастика! Интрига в женском одиночном катании закручивается с невероятной скоростью. Золото Валиевой в личном зачете Олимпиады под вопросом. Лидера сборной Камилу Валиеву на тренировке никто не увидел. Фигуристка, выступившая с утра в произвольной программе командника, решила взять перерыв. Воспитанница Хрустального выдала блестящий прокат с 3 четверными и тройным акселем и даже с падением уверенно выиграла женский турнир. Тем не менее за судьбу ее золота становится тревожно. Камила допускает неточности, чего с ней практически не случалось в этом сезоне. А значит, что шанс на реванш у Трусовой и Щербаковой есть. Учитывая высокие оценки Валиевой за компоненты, фигуристкам необходимо брать частотой исполнения элементов. Камиле же нужно правильно настроиться и совладать с нервами. Ответственность за олимпийскую команду слегка обескуражила спортсменку, но теперь она готова бороться за личную награду. В успех Валиевой верит 3-кратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. Она отметила, что психологически фигуристка способна справиться с 4 прокатами в Пекине. История с неудачными личными прокатами Липницкой в Сочи не повторится. Валиева запросто может стать первой в истории нашей страны фигуристкой с 2 золотыми медалями. Липницкая тогда свалилась на нас с небес, и у нее не было такого преимущества над соперницами. Валиева – фигуристка принципиально другого уровня. Прокат показал, что она способна совладать с нервами, сказала Роднина. У Валиевой уже 5 рекордов на Олимпиаде. Кто еще из россиянок отличался на играх? Первые 3 тройных и самая юная победа. Рассказываем о всех олимпийских рекордах наших фигуристок. Камила Валиева стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях,
установив 5 рекордов. Девушка стала первой женщиной-фигуристкой, исполнившей прыжок в 4 оборота, сделавшей каскад с четверным прыжком, прыгнувшей 2 четверных прыжка в одной программе. Попробовала и третий, но упала с него. Сделавший в одной программе четверной прыжок и тройной аксель. Получивший за короткую программу 90,18 балла, что стало олимпийским рекордом. Это невероятное достижение. Баллы, которые получает Валиева за свои программы, сопоставимы с мужскими. Девушка побивает рекорд за рекордом, устанавливая для соперниц недостижимые планки. Ее результат 272,71 балла на Гран-при России в ноябре прошлого года является текущим мировым рекордом. В произвольной программе она превзошла собственное достижение, получив от судей 185,29, а в короткой – побила рекорд Алены Косторной. 85,45. На 87,42. На чемпионате Европы в Таллине Валиева снова оказалась лучшей, вновь превзойдя саму себя. Девушка получила за короткую программу 90,45. В одиночном соревновании с рекордами Валиевой попробует побороться Александра Трусова, которая известна своими прыжками. На контрольных прокатах в сентябре она уже прыгала 5 четверных. Елена Водорезова стала первой женщиной-фигуристкой, которая прыгнула в короткой программе каскад двойной флип плюс тройной тулуп, тогда тройные не исполняли даже мужчины. В произвольной программе на чемпионате Европы она снова поразила судей, первой среди женщин выполнила 3 тройных прыжка. То же самое повторилось и на Олимпиаде, что стало рекордом игр. В 1976 году это было ошеломляюще. Судьи настолько восхитились 12-летней девочкой, что поставили юной дебютантке редкие 5,9 за технику. Но несмотря на это, Водорезова заняла только 12-е место, подвели оценки, которые она получила в фигурах на льду. До 1990-го одиночники чертили коньками узоры, четкость и чистоту линий которых оценивали судьи. Водорезова стала новатором женского фигурного катания, прям как Трусова с четверными. Еще один рекорд в истории Олимпиад, который установили наши девочки, возрастной. Юлия Липницкая стала самой юной олимпийской чемпионкой по фигурному катанию в истории зимних игр. До нее самой молодой была только Тара Липински, которая выиграла Олимпийские игры в Нагано в 1998 году в возрасте 15 лет 261 дня. Юле было 15 лет 255 дней. В короткой программе на Олимпиаде 2018 мировой рекорд сначала установила Евгения Медведева, набрав 81,61 балла, а через 5 минут Алина Загитова установила новый, 82,92 балла. Этот результат и стал тем олимпийским рекордом, который уже побила Валиева.